Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня готовлю потрясающий вкусный и быстрый торт без выпечки. Готовится буквально за несколько минут, плюс время в холодильнике. По вкусу торт напоминает мороженое пломбир и торт Наполеон. Просто пальчики оближешь. Не переключайтесь, это очень быстро и вкусно. В кастрюльку насыпаю 180 грамм сахара. Добавляю 60 грамм кукурузного крахмала. Разбиваю 3 яйца. И хорошо перемешиваю до однородности. Постепенно небольшими порциями вливаю 700 мл молока. У меня молоко холодное прямо из холодильника. Хорошо перемешиваю и ставлю кастрюльку на плиту. Варю крем на среднем или маленьком огне до загустения. Все время помешиваю крем во время варки, чтобы он получился без комочков и не подгорел. Посмотрите, крем начинает густеть прямо на глазах. Нам нужно дождаться, когда крем начнет булькать, будут образовываться вот такие пузыри. Убавьте нагрев до самого минимального, и с момента закипания я варю крем еще примерно полминутки. Не все знают этот секрет, но заварной крем на крахмале обязательно должен немного покипеть, чтобы в готовом десерте не было крахмального привкуса. А вот если вы готовите крем на муке вместо крахмала, его кипятить не нужно. Снимаю с огня и перекладываю в миску, чтобы крем быстрее остыл. Можно поставить миску с кремом в другую миску с холодной водой, так крем остынет еще быстрее. Крем остыл. Вот такой довольно густой он должен получиться. Но несмотря на то, что крем густой, посмотрите, у него все равно нежная и гладкая консистенция. Друзья, на кухне всякое бывает, даже у хорошей хозяйки. Если вдруг что-то пошло не так и заварной крем получился с комочками, просто пробейте его блендером, и проблема легко будет решена. Теперь в миску кладу 160 грамм сливочного масла комнатной температуры и взбиваю его миксером до пышности. Небольшими порциями добавляю в масло заварной крем и продолжаю взбивать на средней скорости миксера. В самом конце добавляю в крем чайную ложечку ванильного экстракта для аромата и продолжаю взбивать до однородности. А если вы по какой-то причине не хотите добавлять в крем сливочное масло, тогда вместо масла можете добавить сливочный или творожный сыр. Только взбивайте творожный сыр с заварным кремом осторожно, на невысокой скорости, чтобы он не расслоился. Крем готов. Посмотрите, какой нежный и шелковистый он получился. Форму застилаю, можно застелить ее пищевой пленкой или разрезанным канцелярским файлом. Выкладываю половину печенья. И на печенье выкладываю сразу весь крем. Приготовь, поделись, подпишись. Разравниваю. И постучу формой, чтобы крем хорошо заполнил все пустоты. Сверху выкладываю оставшиеся 6 штучек печенья. Для таких десертов без выпечки я очень люблю использовать печенье со вкусом топленого молока.
Накрываю торт целлофановым пакетом и убираю в холодильник минимум на 4 часа, а можно оставить на ночь. Переворачиваю торт на доску или на блюдо для подачи. Аккуратно снимаю форму. Убираю канцелярский файл, которым застилала форму. И нарезаю на порционные кусочки. Но я никак не могу дождаться утра, позавтракаю на ночь. Вкус этого торта просто потрясающий, только представьте, нежный, тающий во рту заварной крем со вкусом пломбира и мягкое, пропитанное кремом печенье, топленое молоко. Удивительно вкусное сочетание, и самое главное, что приготовить этот божественный десерт проще простого, и продукты всегда есть на вашей кухне. В крем можно добавить кусочки фруктов, бананы и консервированные персики просто идеально дополнят вкус этого десерта. Хотя и без фруктов торт получается очень и очень вкусный. Обязательно приготовьте. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь рецептом с друзьями в соцсетях. Ну а я прощаюсь до новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!